Всем привет! Сегодня вместе приготовим очень вкусные, мягкие, ароматные булочки с начинкой и кремом. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш второй канал «Кулинарием вместе». Там я буду делиться различными кулинарными хитростями, также будут подборки быстрых вкусных рецептов и отдельные короткие видео по приготовлению бисквита, крема и многое другое. Ссылку на наш канал я оставлю в описании под видео, будем рады видеть каждого. Мне нравится готовить такие булочки в апельсиновом варианте, поэтому я беру сок из одного маленького апельсина, у меня получается 90 мл, и все остальное дополняю молоком. В целом должно получиться 150 мл жидкости. Если не хотите, чтобы булочки были апельсиновыми, тогда берите просто 150 мл молока. В миске смешиваем теплое молоко, дрожжи. Я сегодня использую свежие, их понадобится 15 грамм. Если будете использовать сухие, тогда берите в 3 раза меньше, то есть 5 грамм. Хорошо перемешаем, чтобы они растворились. Далее добавляем 2 столовые ложки сахара. Тоже все перемешаем. И сейчас, если вы не уверены в качестве своих дрожжей, нужно прикрыть эту смесь полотенцем либо пищевой пленкой и оставить на 15 минут, чтобы сверху появилась пенная шапочка. Если этого не произойдет, значит дрожжи неактивные и тесто они не поднимут. Нужно использовать другие. Если шапочка будет, значит можно продолжать замешивать тесто. В своих дрожжах я уверена, поэтому этот шаг я пропущу. Добавляем апельсиновый сок, 1 яйцо, немножко соли и цедру апельсина. У меня сушеная, поэтому я добавляю пол чайной ложки. Также можно натереть цедру одного свежего апельсина. Хорошо все перемешаем. Далее добавляем просеянную муку и замешиваем тесто. Муку добавляйте постепенно, так как она может отличаться. Кому-то понадобится больше, кому-то понадобится меньше. Добавьте сразу 200 грамм и далее смотрите на консистенцию теста. Оно должно получиться липковатым, но при этом хорошо держать форму и не расплываться. Я вам уже показывала, как вымешивать подобное тесто вручную. На всякий случай ссылку оставлю в описании под видео. Посмотрите, если интересно. Тесто совсем не сложное, поэтому оно быстро вымешивается и вручную, и в машине. У меня уходит ровно 300 грамм муки для такой консистенции. Как всегда, все точные пропорции продуктов я укажу в описании под видео. Тесто должно остаться липковатым, но при этом хорошо держать форму. Теперь добавляем мягкое сливочное масло и вымешиваем еще около 7 минут. Также вместо сливочного масла можно использовать растительное и добавить его в самом начале замеса. На весь замес теста у меня уходит около 10 минут. Примерно 3 минуты я собираю тесто без масла, а потом уже вымешиваю вместе с маслом около 5-7 минут. Но, конечно, на время не ориентируйтесь, лучше смотрите на консистенцию теста. Оно должно получиться очень мягким, эластичным, гладким и живым. Много муки не добавляйте, иначе булочки будут твердыми. Должно получиться вот такое очень мягкое, эластичное тесто. Я бы сказала, оно совсем не липнет к рукам, но достаточно такое приставучее. Много муки не добавляйте, чтобы тесто не было слишком плотным. Если останется небольшая липкость, это пойдет только на пользу, и булочки будут более воздушные и мягкие. Перекладываем тесто в мисочку, смазанную растительным маслом. На расстойку обычно уходит минут 40 или часик. Но, конечно, на время лучше не ориентируйтесь, потому что дрожжи разные, температура воздуха тоже. Лучше смотрите на тесто, оно должно увеличиться минимум в 2 раза. Тесто хорошо подошло, поэтому можно подготовить начинку. Чем жирнее будет творог, тем вкуснее получится. Добавляем сахар по вкусу. Я беру 2 столовые ложки. Добавляем 1 чайную ложку ванильного сахара, либо щепотку ванилина и 1 столовую ложку сметаны. Если творог будет влажный, тогда сметану не добавляйте. И хорошо все перемешиваем. Также можно заранее просто протереть творог через сито. Если вам нравятся крупинки, тогда можете ничего не делать. По желанию добавляем изюм. Я его заранее залила на 10 минут горячей водой, потом промыла и просушила бумажными полотенцами. Также можно добавить какие-нибудь ягодки, будет тоже классно. Начинка должна хорошо держать форму. Если она будет слишком сильно расплываться, тогда добавьте немного крахмала,
муки, либо манной крупы. Я добавлю 1 столовую ложку манки. Хорошо все перемешаем. И начинка готова. Я буду делать 13 небольших булочек по 45 грамм. Если хотите, можете сделать покрупнее. Каждый кусочек теста хорошо обминаем и скатываем в шарик. Также можно все тесто просто раскатать в пласт толщиной где-то 1 сантиметр и вырезать кружочки стаканом. Будет тоже быстро. Теперь, начиная с первого, раскатываем каждый шарик теста в лепешечку. Теперь выкладываем начинку. Получается где-то по 1 чайной ложке с такой хорошей горкой. Теперь вот так собираем 2 края и хорошо защипываем, чтобы получилась такая открытая булочка. Из-за апельсиновой цедры тесто становится такого приятного желтенького цвета. Плюс очень классный аромат. Мне очень нравится. И вообще такое тесто, конечно же, можно использовать для приготовления каких-нибудь других булочек, или пирогов, или пирожков. Мне оно очень нравится, так что настоятельно рекомендую попробовать и вам. Если будете готовить на молоке, тогда можете вместо апельсиновой цедры добавить немного ванильного сахара для аромата. Размер моей формы 20 на 30 сантиметров. Если сделать начинку более густой, то тогда можно печь и отдельными булочками. Накрываем сверху и оставляем на расстойку еще на 20-30 минут, чтобы булочки хорошо подросли. 20 минут прошло. И сейчас по желанию булочки можно смазать яйцом либо молоком. У меня молоко, поэтому я смазываю только тесто. Духовку я уже включила разогреваться на 180 градусов. Сверху можно присыпать апельсиновой цедрой. Выпекаем булочки в духовке, разогретой до 180 градусов, ориентировочно 20-25 минут. Булочки готовы. Обязательно проверяйте деревянной палочкой, она должна быть полностью сухой, без остатков мокрого теста. И сейчас, пока булочки горячие, нужно их покрыть кремом. Для этого смешиваем в любых пропорциях сметану и сгущенку. Я беру приблизительно 1 к 1. Так как творог влажный, то вокруг начинки образуется немного пустота, так как тесто поднимается, а начинка остается на месте. Поэтому такой крем сюда очень классно вписывается. Плюс ко всему, он еще очень вкусный. Главное, берите хорошее сгущенное молоко, в составе которого только молоко и сахар. И когда полностью заполнили булочки, ставим их в выключенную духовку буквально на 2-3 минутки, чтобы схватился крем. Включать духовку не нужно, там еще тепло, и этого жара будет достаточно. Вот крем полностью схватился, и даже при поворачивании формы начинка остается на месте. Посмотрите, какие они воздушные и пышные получаются. Тесто реально как пух, очень воздушное. Плюс ко всему аромат апельсина, красивый желтенький цвет. Очень хорошо чувствуется и творог, и наша вторая начинка из сгущенки и сметаны. Плюс попадается изюм. Но очень классно еще получается и с ягодами. Я очень часто готовлю со смородиной, так что можете так тоже попробовать. Булочки получаются просто чудесными. Обязательно попробуйте приготовить. Я очень надеюсь, что они вам также понравятся. А на сегодня мы с вами прощаемся и желаем приятного аппетита.